Антарктида издавна вызывает у человечества интерес, ведь, как известно, любую землю рано или поздно стремятся поделить. В 1961 году в силу вступил договор об Антарктике, согласно которому страны обязались не размещать на континенте военные базы, не добывать полезные ископаемые и использовать его исключительно в мирных научных целях. Под документом стоят подписи 50 государств, среди которых Россия, Китай и США. Однако срок действия договора истекает в 2048 году, и тогда, вероятно, вопрос о возможном территориальном делении Антарктиды вновь окажется в центре внимания. Ситуацию может накалить и глобальное потепление. Если климат будет меняться так, как прогнозируют ученые, то примерно к середине 21 века Антарктида станет куда теплее и будет напоминать современную Норвегию. На сегодняшний день 7 государств выдвигают территориальные претензии на различные районы континента. Каждая из них располагает собственными исследовательскими станциями, хаотично разбросанными по всему материку, поэтому создать четкие национальные зоны фактически невозможно. Недалеко от Южного полюса представители 30 стран ведут научную деятельность на более чем 70 станциях, а сезонная численность населения Антарктиды колеблется от 4000. Летом до примерно 1000 человек зимой. Если взглянуть на карту претензий, то легко заметить, что предполагаемые национальные секторы тянутся к полюсу меридианами. Особенно выделяется антарктический полуостров. На него претендуют сразу 4 страны — Аргентина, Чили, Бразилия и Великобритания, что объясняется сравнительно мягким климатом этого региона и близостью Южной Америки через пролив Дрейка. Но все подобные амбиции многих государств охлаждают позиции России, правопреемницы страны, открывшей материк, а также Соединенных Штатов Америки, которые содержат там крупнейший исследовательский контингент. Эти две державы едины во мнении, что Антарктида должна оставаться пространством международного сотрудничества, где нет государственных границ. При этом мало кто знает, что когда-то Антарктида могла стать частью Российской империи. Хотя во времена великих географических открытий новые земли обычно переходили под контроль государств, чьи корабли первыми достигали неизведанных территорий и получали от них названия, Антарктида такого статуса не приобрела. Ее существование было доказано российской экспедицией под командованием Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые 200 лет назад, в январе 1820 года, обнаружили шестой континент, суровый и почти необитаемый. Почему же Российская империя не заявила право на эту новую землю? История начинается 16 июля 1819 года, когда шлюпы «Восток» и «Мирный», специально подготовленные для длительного похода, покинули Кронштадт и отправились в путешествие, в котором приняли участие 190 человек. Экспедицией руководил капитан второго ранга Фадей Беллинсгаузен, а его помощником был назначен офицер Михаил Лазарев. Несмотря на государственное финансирование, путешествие имело преимущественно научные цели, хотя политические мотивы, вроде стремления обогнать англичан, тоже учитывались. С первых дней моряки вели наблюдения и фиксировали их в вахтенном журнале. Команда состояла из здоровых, опытных и грамотных добровольцев, припасов было загружено на 2 года, но их неоднократно пополняли в портах. Один из недостатков подготовки заключался в различиях характеристик судов. «Восток» был маневренным и быстрым, но менее прочным, тогда как «Мирный», перестроенный из ледокольного транспорта, уверенно держался во льдах, однако был медлительным. Путь был трудным. Моряки преодолевали льды, штормы, ледяной дождь и полное отсутствие связи с домом, а конечная цель могла оказаться лишь мифом.
И все же за 751 день плавания, в ходе которых суда прошли более 92 тысяч километров, экспедиция потеряла всего 3 человек. Шлюпы несколько раз вынужденно уходили на север в более благоприятные воды, однако всегда возвращались к южным широтам, продолжая поиски материка. Ожидая улучшения ледовой обстановки, команда исследовала острова Полинезии и открыла 15 новых островов, получивших русские названия датой открытия Антарктиды, считается 28-16 января, 1820 года, когда Восток и Мирный подошли к будущей земле королевы Мод. Они неоднократно пересекали Южный полярный круг и исследовали вдоль материка. В начале февраля корабли вновь приблизились к нему, к району, который позже назовут берегом принцессы Астрид. Но плохая погода помешала подробно исследовать местность весной. Навигация у берегов Антарктиды стала невозможной, и суда отправились в Сидней. Второй поход к материку они совершили в ноябре и открыли острова Петра I, Шишкова, Мордвинова и землю Александра I 30 января 1821 года на востоке обнаружили течь, и экспедицию пришлось завершить. В июле корабли вернулись в Кронштадт. Александр I, довольный результатами, наградил участников, но не стал заявлять территориальные права. Возможно, он считал, что России достаточно земель, и не видел смысла владеть далеким ледяным континентом, который невозможно полноценно контролировать, и который, как тогда казалось, не представлял большой ценности. В течение долгого времени Антарктида мало кого интересовала. Туда отправлялись лишь редкие экспедиции, а территориальные претензии почти не выдвигались. Российское первооткрытие никто не оспаривал. Лишь когда стало ясно, что Антарктида представляет огромный научный и ресурсный потенциал, страны поспешили подписать в 1959 году Международную конвенцию, вступившую в силу в 1961 году. Она закрепила нейтральный статус континента. Антарктида не принадлежит ни одному государству, запрещено размещение военных объектов, заход военных кораблей, а с 80-х годов она объявлена безъядерной зоной. Сегодня в Антарктиде функционирует около 50 научных станций, среди них 7 российских и 1 полевая база. Но удивительные факты на этом не заканчиваются. В подледных озерах Антарктиды, которых известно свыше 140, возможно, существует жизнь, миллионы лет развивавшаяся изолированно. Самое знаменитое из них — озеро Восток, расположенное под 4-километровой толщей льда. Оно не замерзает благодаря геотермальному теплу, а температура воды достигает 10 градусов Цельсия. Ученые спорят о природе организмов, которые могут там обитать. Американские исследователи в 90-х годах изучили лед, образовавшийся из вод озера, и нашли генетические последовательности более чем 1600 видов, среди которых были и эукариоты, что стало сенсацией. Некоторые фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты характерны для организмов, живущих только в кишечнике рыб, что заставило предположить наличие в озере сложных существ. Российские ученые встретили эти выводы скептически, указав на загрязнение образцов техническими жидкостями при бурении и утверждая, что говорить о настоящей восточной жизни можно лишь в случае обнаружения абсолютно уникальных последовательностей. И такая дезоксирибонуклеиновая кислота действительно была найдена. Неизвестная бактерия, чьи гены примерно на 14% не совпадают ни с одним известным видом. Однако это все же бактерия, а не сложный организм. Поэтому присутствие рыбообразных существ российские исследователи считают маловероятным. Далее стоит упомянуть горы Гамбурцева, огромный горный массив размером с Альпы, скрытый под толщей льда до 4 километров. Интересно и то, что Антарктида не имеет собственных часовых поясов.
Каждый живущий там использует время своей страны или снабжающей экспедиции. Континент содержит около 70% пресной воды планеты, хотя является самым сухим местом на Земле. Осадков здесь всего 18 мм в год. В море Уэделла, самой чистой воде на планете, видимость достигает 79 метров. Айсберги Антарктиды могут быть огромными. Самый крупный достигал 295 километров в длину и 37 километров в ширину. Континент имеет собственное доменное имя .aq и телефонный код 672, а также неофициальную валюту — антарктический доллар. При этом Антарктида не полностью покрыта льдом. Существуют сухие долины Мак-Мёрдо, где нет ни снега, ни льда, поскольку сильнейшие ветра испаряют влагу. Здесь настолько суровые условия, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства проводило испытания аппаратов. Викинг для Марса. Ледниковый покров Антарктиды возник 30-35 миллионов лет назад и с тех пор достигает толщины в несколько километров. Однако в истории картографии есть загадки. До XVI века некоторые карты якобы изображали Антарктиду без льда, что порождает альтернативную версию о теплом климате прошлого. Карта Пири Рейса и карта Арантеуса Финиуса 1531 года показывают очертания южного материка, что привело некоторых исследователей к идее о неожиданном смещении полюсов в XVI веке и начале малого ледникового периода. В эту картину вписывают рассказы о Зеленой Гренландии XIV-XV веков, где свободно плавали норвежцы и исландцы, где процветали поселения викингов, а в городе Гарды существовали каменные дома, лавки, кузницы, верфи и даже епископ. Последние достоверные данные о возвращении кораблей из Гренландии относятся к 1410 году, после чего мореплаватели стали сообщать о невозможности приблизиться к берегам из-за льда. К XVI веку льды настолько заполнили акваторию, что экспедиции не могли пришвартоваться. Приводятся также хроники, описывающие резкие климатические катастрофы начала XVI века. Наводнение на Дунае в 1502-1508 годах, ледниковый 1525 год, когда будто бы посреди лета наступили смертельные морозы, люди замерзали на улицах, птицы падали с неба, а Дунай покрывался льдом, способным выдержать всадников и повозки. В различных хрониках Польши, Рима и России якобы описаны жуткие холода, массовая гибель людей и животных, а Герберштейн упоминает морозы 1520, 5-1526 годов, которые растрескивали землю. Все это подкрепляет версию сторонников идей внезапного климатического сдвига, хотя она не признана научным сообществом, но продолжает активно обсуждаться. Антарктида же остается континентом, где есть действующие вулканы, включая Эребус, самый активный на материке, сторожащий путь к Южному полюсу, и где расположен один из крупнейших астероидных кратеров Земли диаметром около 482 километров, образовавшийся, по оценкам ученых, сотни миллионов лет назад. На этом пока все. И, конечно, всегда можно вернуться к обсуждению любых из этих удивительных фактов. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.